Всем привитание, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Сегодня я хочу вам показать, как связать для вот таких вот малышей, для Мишки и Зайки, платьишко и кофточку. Вяжутся они похожим образом, и буду показывать именно для этих игрушек. Поэтому расчеты будут достаточно точные. Значит, эти игрушки связаны крючком 1,25 из Alize Angora Real 40. И я буду вязать одежку из ириса, тоже крючком 1,25, потому что сами игрушки связаны таким крючком. Конечно, лучше вязать одежду для игрушек меньшим крючком и более тонкими ниточками, хотя ирис тоньше, чем Alize Angora Real 40, но все равно я бы взяла и тоньше, но здесь я выбрала именно такой вариант. Значит, я буду подробно говорить вам, сколько петель набирать. В инфобоксе вы найдете саму схему, как вязать, да, подробно. На экране вы увидите субтитры и схему на английском языке. Вот, и давайте приступать. Значит, давайте мы посадим зайчика и мишку, у которых готовы, на задний фон. Здесь связано с помощью регламена, это кофточка и платье. Вот так вот. И игрушки сделаны как брелочки, да, на пуговках. Пуговки я приобретала на AliExpress. Что вот такую пуговку, что вот такие. И для брелочков тоже на AliExpress приобретала. Ну что ж, начнем мы, наверное, с мишки, потому что вообще вяжется одежка одинаково, платье и кофточка, то есть вяжется сначала кофточка и потом довязывается юбочка. И давайте разберемся. Схемку я небольшую вам написала на английском языке, но объясню на русском. Значит, мы будем набирать 20 воздушных петель, это будет 19 воздушных петель плюс 1 петля подъема. И затем сразу же в первом ряду после воздушной цепочки мы будем провязывать сразу регланы. На регланы у нас будет по одной петельке на каждую половинку спинки, потому что у нас застежка на спинке, да, поэтому я делала 2 половинки спинки по 3 петли, на рукава будет по 2 петли, и наперед у нас будет 5 петель. Ну что ж, давайте будем с вами начинать. Значит, я оставляю небольшой участок ниточки, лучше я потом ее запрячу, а если не запрячу, то пришить пуговки или вывязать петельки для пуговок. Также, если у вас не будет пуговок, я покажу вам, чем их можно заменить. Итак, набираем 20 воздушных петель. Во вторую петлю от крючка мы провязываем 3 столбика без накида, начиная со второй петли от крючка. Провязываем в каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3. Далее у нас идет регланная линия. Вот эта вот петелька будет, и сюда мы провязываем 3 столбика без накида в одну петельку. 1, 2, 3. Далее мы провязываем 2 столбика без накида для рукава. В каждую петельку по одному столбику без накида. Далее мы провязываем регланную линию, 3 столбика без накида в одну петлю. Далее мы провязываем перед 5 столбиков без накида по прямой. Не пропускаем
воздушные петельки смотрим. Далее регланная линия. Провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Далее рукав, провязываем 2 столбика без накида по прямой. Далее регланная линия, провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. И далее провязываем половинку спинки, 3 столбика без накида по прямой. Первый ряд мы провязали. Если вы вяжете кофточку или платье на другую игрушку, то советую вам примерить, как у нас это будет смотреться. Прикладываем к игрушке. Вот таким вот образом. Далее мы провязываем 2 ряда регланных линий, да, 2 ряда с регланными линиями. Так, значит, что мы делаем? Мы делаем одну воздушную петлю подъема и поворачиваем наше вязание, будем вязать в обратную сторону. Здесь мы провязываем 4 столбика без накида. Далее в одну петлю мы провязываем 3 столбика без накида. Это у нас регланная линия идет. Далее рукав у нас увеличивался по одной петельке с каждой стороны, поэтому провязываем 4 столбика без накида. Далее провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Это у нас регланная линия. Далее мы продолжаем вязать. Здесь у нас будет 7 столбиков без накида по переду. Затем регланная линия, 3 столбика без накида в одну петельку. Затем 4 столбика без накида по рукаву. 3 столбика без накида в одну петлю. И спинку, половинку спинки мы завершаем, будет 4 столбика без накида. Заканчиваем ряд самостоятельно. Закончили провязывать второй ряд. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и далее мы провязываем. У нас будет получаться 5 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю. Далее мы вяжем рукав, у нас здесь будет 6 столбиков без накида. Далее 3 столбика без накида в одну петлю. По переду у нас будет 9 столбиков без накида. Далее 3 столбика без накида в одну петлю. По рукаву 6 столбиков без накида и регланная линия, 3 столбика без накида в одну петлю. И заканчиваем мы спинку 5 столбиков без накида. Довязываем последний ряд с регланными прибавками и далее будем переходить уже на на вязание по прямой. Будем убирать рукава. Так, давайте я начну вместе с вами. То есть мы провязываем еще один ряд с регланными прибавками. Продолжаем дальше самостоятельно. Провязали мы третий ряд с регланными прибавками. Делаем воздушную петлю подъема и провязываем 7 столбиков без накида. То есть мы провязываем 6 столбиков без накида по спинке, половинке спинки, и провязываем регланную линию. Делаем туда 1 столбик без накида. То есть мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Делаем одну воздушную петлю подъема, пропускаем 8 столбиков без накида рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вводим крючок в следующую петлю, провязываем столбик без накида. Это у нас будет 1. И по переду мы провязываем всего 11 столбиков без накида. Это 1, далее 2, делаем воздушную петлю подъема, пропускаем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В 9-ю петлю вводим крючок. И провязываем 7 столбиков без накида. То есть мы провязали 1, 2, 3. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и провязываем во все петельки по одному столбику без накида, а также не забываем про вот эту воздушную петлю подреза. Сюда мы тоже провязываем 1 столбик без накида. То есть мы вяжем 7 петелек по половинке спинки, 3, 4, 5, 6, 7. Далее провязываем воздушную петлю. Далее 13 столбиков без накида по переду. Опять провязываем воздушную петлю и заканчиваем 7 столбиков без накида. Итого у нас в этом ряду будет 29 столбиков без накида. Провязали 29 столбиков без накида. И сейчас мы можем примерить. Вообще примерять, чем чаще вы примеряете, тем лучше. Я же примеряю, когда вот провязываю регланные линии, то есть в начале перед регланной линией, и когда уже провязала регланные линии полностью. Когда отделила рукава, тогда можно вот померить. Примеряем. Смотрим. На этом этапе у нас получается, что мы довязали одинаковую часть, которая у нас будет одинаково провязываться и в платье, и в кофточке. Далее пойдут различия. Поэтому, если вы вяжете кофточку, мы с вами продолжаем вязать дальше с этого момента. И если вы вяжете платье, то сейчас на экране вы увидите, на какой момент перемотать для того, чтобы далее продолжить вязать платье. Итак, снимаем. Вводим крючок. И так как у нас идет в схеме игрушки вот такой небольшой животик, я буду делать небольшие прибавки для того, чтобы здесь по животику не было сильно обтянута игрушка. Так, значит, что мы будем делать? Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание, провязываем 7 столбиков без накида, следующий столбик, который у нас был над воздушной петлей, мы провязываем прибавку, то есть провязываем 2 петли в одну.
Далее мы провязываем по переду 13 столбиков без накида. И снова там, где у нас была воздушная петля, в эту петельку провязываем прибавку. И далее вяжем 7 столбиков без накида. Продолжаем до конца самостоятельно. Довязали ряд. Делаем петлю подъема. Поворачиваем вязание. И далее мы провязываем следующий ряд 31 столбик без накида по прямой. Снова в конце ряда делаем воздушную петлю и провязываем в обратную сторону 31 столбик без накида в каждую петлю. То есть мы вяжем по прямой 2 ряда. Затем снова с вами встретимся. Я провязала 2 ряда по прямой и снова примерила на мишку для того, чтобы посмотреть, достаточно ли длина или я провязала много. Если у вас тело игрушки получилось меньше, то вы можете провязывать один ряд по прямой. Если же нет, то можете, если вам не хватает длины, то есть кофточка, допустим, заканчивается где-то здесь, вы можете провязать 3 ряда по прямой или 4. Смотрите по вашей плотности, насколько вам хватает. Что мы делаем дальше? Дальше я хочу, как и здесь, на примере этой игрушки, сделать вот такой вот красивый ряд, обвязать, также сделать петельки для пуговок. И потом я покажу, как заменить пуговки. Значит, снимаю с мишки кофточку. Здесь я сделала воздушную петлю, поворачиваю вязание, и теперь в каждый столбик я провязываю соединительный столбик или полустолбик. Провязываю так до конца ряда. Провязала соединительные столбики до конца. Получилась такая косичка и более плотный край. Далее в последний столбик я провязываю столбик без накида. Провязываю между петелек соединительный столбик. Делаю плотно 3 воздушные петли. Пропускаю 2, вот здесь вот мы бы провязали столбики, то есть между рядами пропускаю 2 отверстия и ввожу следующий, провязываю соединительный столбик. Провязываю 2 соединительных столбика, снова делаю плотно 3 воздушные петли и провязываю соединительный столбик вот сюда, в самый уголок. Провязываю столбик без накида. И далее по верху я также хочу обвязать, для того, чтобы тоже здесь получалась вот такая красивая косичка сверху. То есть я тоже провяжу соединительными столбиками по верху. Потом мы эту ниточку спрячем, ее пока не трогаем. Вводим в каждую петельку. И провязываем соединительный столбик. Вот здесь, где у нас были такие большие дырочки регланных линий, тоже провязываем соединительный столбик по рукавам и до конца ряда. Я обвязала верх горловины тоже соединительными столбиками. Делаю воздушную петлю и отрезаю достаточно много ниточки для того, чтобы пришить пуговки. Если вы хотите, вы можете еще этот край тоже обвязать, чтобы он вот так вот аккуратненько выглядел такой косичкой. Но так как у меня здесь будут пуговки, а потом сверху будет на пуговки накладываться вот эта вот часть, я просто не хочу утяжелять, удлинять эту кофточку по ширине, поэтому не буду обвязывать. Сейчас мы с вами пришьем пуговки, спрячем ниточки, пришьем пуговки, и в принципе кофточка для Мишки уже будет готова. Итак,
Спрячем ниточку там, где у нас петельки есть. Вот они петельки, да, которые мы вывязывали. С этой стороны нам ниточка уже не понадобится, поэтому мы ее спрячем. Прячем внутри столбиков с помощью иголки. Я обычно ниточки от начала вязания оставляю, потому что не всегда знаю, где у меня закончится, с какой стороны вязание. И, возможно, здесь бы мне нужно было пришивать пуговки, и тогда бы мне эта ниточка понадобилась для того, чтобы новую ниточку не вводить. И сейчас мы с вами пришьем пуговки. Однако я понимаю, что пуговки есть не у всех. Поэтому я для наглядности буду использовать обычный бисер, бисер номер 8, который мне будет заменять те самые пуговки, если у вас вдруг нет в наличии маленьких пуговок, потому что здесь нужны пуговки размером 4, максимум 5 миллиметров. 6 миллиметров уже будут большие. Так, мы вводим место, где у нас будет пуговка. Смотрим, где у нас можно сложить, вот так вот посмотреть, куда нам пуговку нужно пришить. В принципе, вот здесь вот пуговка, она будет хорошо располагаться. Сейчас покажу вам. Да, и вот здесь пуговка будет. Отлично. Берем пуговку. Надеюсь, что у меня пройдет иголка. И пришиваем. Я не очень плотно пришиваю, для того, чтобы потом вот здесь вот можно было скрутить и вот так вот бусина, ой, вывела иголку назад, чтобы бусина выполняла у нас функцию пуговки. Далее я спускаюсь ниже, там, где у меня будет следующая пуговка. Ой, вынула иголку. Опять прикладываю 2 половинки, смотрю, где у меня будет располагаться пуговица, как раз здесь. Делаю небольшую закрепку для того, чтобы у меня не тянуло от предыдущей пуговицы, от предыдущей бусины, и пришиваю вторую бусину. Теперь нужно закрепить ниточку. Можно просто вокруг столбиков сделать закрепку. И далее мы прячем внутри столбиков без накида ниточку. Отрезаем. Кофточку можно украсить, пришить, как и в этой кофточке, можно пришить пуговичку какую-то, либо можно украсить вышивкой, если вы умеете цветочки вышивать, либо можно какой-то контур вышить, например, звездочку или еще что-нибудь. Застегиваем пуговки. Все, как видите, у нас бусины выполняют функцию пуговок. И вот первый мишка, второй мишка с кофточкой готов. Вот такие кофточки получаются. Конечно, если использовать более тоненькую ниточку, то будет получаться более нежно. На этом вязание кофточки закончено. Далее я вам покажу, как вязать платье. То есть мы провязываем регланную линию, один ряд после регланной линии, когда мы объединили перед и спинку. И далее я вам покажу, как вязать юбочку.
платье мы провязали 3 ряда с регланными прибавками, 1 ряд с воздушной петелькой подреза под рукавами и 1 ряд по прямой. Далее мы будем с вами вывязывать юбку. Юбку в данном виде я вязала из столбиков без накида. По такому же принципу вы можете связать юбку, далее продолжать столбиками. Я вязала столбиками с накидом, а вы можете продолжать вязать столбиками без накида. То есть здесь можно сделать и так, и так. Смотрите, как вам больше нравится. Я буду делать точно такое же платьишко. Значит, что мы делаем? Я делаю 2 воздушные петли подъема. В эту же петлю, где мы провязывали, я провязываю 1 столбик без накида, 1 столбик с накидом. Далее я провязываю прибавку из столбиков с 1 накидом. Провязываю 1 и в эту же петельку 2. Далее я провязываю столбик с 1 накидом и снова делаю прибавку из столбиков с 1 накидом. Провязываю 1 и 2. Таким образом мы провязали с вами 2 раппорта, который состоит из 1 столбика с накидом и прибавки из столбиков с накидом. Провязываем до конца ряда всего 14 раппортов, то есть мне еще надо провязать 12 таких раппортов, и в конце делаем 1 столбик без накида. Потом с вами снова встретимся. Я провязала ряд с прибавками. Далее я делаю 2 воздушные петли подъема. В первую петельку, вот где мы вывязывали, я провязываю столбик с 1 накидом. В следующую петельку провязываю столбик с 1 накидом. И далее продолжаю до конца провязывать в каждую петельку по 1 столбику с 1 накидом. Всего у меня должно получиться 43 столбика с 1 накидом. Ряд из столбиков с 1 накидом я провязала. Далее нам остался последний ряд. Это будут арочки. В этом платье я арочки делала из 2 воздушных петелек. Если вы хотите более ажурное платье, то сделайте арочки из 3 воздушных петель. Как их делать? Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание, в первый столбик провязываем 1 столбик без накида, делаем 2 воздушные петли, пропускаем 1 столбик, в следующую петельку провязываем столбик без накида. Снова делаем 2 воздушные петли, 1 петлю пропускаем, следующую провязываем столбик без накида. И так мы продолжаем до конца ряда. Далее мы будем делать петельки для пуговок и обвязку горловины. Ряд с арочками у нас провязан. Этот ряд у меня будет лицевым, поэтому я выворачиваю рукава. Далее я провязываю соединительный столбик в петлю, где я провязывала последний столбик без накида. Далее провязываю еще 1 соединительный столбик там, где у нас были 2 воздушные петли подъема. Между рядами снова провязываю столбик. И еще 1 столбик под вот здесь вот у меня столбик с 1 накидом. Далее делаю 3 воздушные петли плотно, пропускаю место, делаю соединительный столбик, делаю еще 1 соединительный столбик, провязываю 3 воздушные петли плотно и делаю вот здесь вот самый уголочек соединительный столбик.
Далее я буду обвязывать горловину. Сюда же я провязываю столбик с одним накидом. Ой, столбик без накида, извиняюсь. И далее в каждую петельку я провязываю соединительный столбик. Также там, где у нас образовалась дырочка регланной линии, туда я тоже провязываю один соединительный столбик. Заканчиваю вот здесь вот. До конца провязываю соединительные столбики. Обвязала горловину соединительными столбиками. Делаю воздушную петлю для того, чтобы закрепить ниточку. И обрезаю. Можно подлиннее. Далее мы одну ниточку спрячем. Она нам не понадобится. А с помощью второй ниточки мы пришьем пуговки. Покажу, как это сделать. Прячем одну ниточку внутри столбиков. Если вы вязали кофточку, а потом решили посмотреть, как платье вяжется, то смысл получается один и тот же. То есть точно так же будем сейчас пришивать пуговки. Одну ниточку спрятали. Для платья я выбрала белые бусины. На кофточке у меня желтенькие бусинки. Я решила на платье сделать беленькие. Складываем, смотрим, где у нас должна будет первая бусина быть. Ввожу в это место иголку. Беру одну бусину. Пришиваю. Сильно не затягиваю, потому что у нас должна быть здесь такая петелька под бусиной. И вывожу иголку в следующее место, где у нас должна быть вторая бусина. Давайте посмотрим, здесь или не здесь. Складываю и смотрю, что да, приблизительно здесь она должна быть. Делаю небольшую закрепку для того, чтобы у меня не тянуло вторую бусину. Вокруг петельки просто такую петельку небольшую делаю. Вокруг столбика петельку делаю так вот. Пришиваю вторую бусину. Делаю закрепочку. Можно сделать еще одну закрепочку, если вы боитесь, что потянется бусина. И здесь вот у меня столбики с одним накидом. Внутри этих столбиков я прячу ниточку в одном, во втором направлении. Если вы боитесь, что будет вытягиваться, можно еще раз прошить в обратном направлении. Отрезаем. Примеряем. Все, бусины отлично выполняют функцию пуговок, особенно если они пришиты не очень плотно, а есть именно вот такая вот петелька небольшая. Вот такое платьице у нас получилось в данном варианте. Вот такое. Если вы хотите связать такой цветочек, то я вам оставлю ссылочку в инфобоксе. Вы можете связать, это бесплатный мастер-класс небольшой. Для этой зайки я свяжу бантик. Точно так же сделаю и тоже оставлю ссылочку в инфобоксе для того, чтобы вы посмотрели, как это сделать. На этом я мастер-класс буду заканчивать. По поводу этих игрушек, мишки и зайчика, эти игрушки связаны по одному мастер-классу. Также я вам сейчас хочу показать пушистый вариант. Вот такие вот из Alize Soft. И еще из велюра. Сейчас покажу.
вот такие малыши из велюра. Все эти игрушки связаны по одному мастер-классу. Где этот мастер-класс найти? Ссылочку вы найдете в инфобоксе, где можно приобрести на английском языке. На русском языке, если вы хотите приобрести этот мастер-класс, то напишите, пожалуйста, мне в любой соцсети. Ссылочки на мои соцсети вы также найдете в инфобоксе. И там тогда я с вами свяжусь, и мы решим, как вы сможете приобрести на русском языке. То есть все эти игрушки, и вот эти малыши, и вот эти пушистики, и вот эти из велюра, они все связаны по одной схеме. Как видите, мордочки у всех получаются разные, потому что делаются утяжки. Все это я показываю в видеоформате для того, чтобы вы понимали, как это делать не только на фотографиях, но и на видео. Вот. И у вас будут получаться такие замечательные малыши. У зайчика можно ушки вверх, ушки вниз. Как вышить мордочку, как вышить носик. Все это я показываю на видео в этом мастер-классе. На этом у меня все. Большое спасибо вам за внимание. Если у вас остались вопросы по вязанию одежки, если вы хотите связать одежку на другие игрушки, я планирую сделать мастер-класс, как рассчитать на любую игрушку и связать такую одежку для любого персонажа. На этом все. Спасибо большое за внимание и увидимся в новых видео.